Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Тема сегодняшнего видео – как перестать быть заложником плохих привычек. Как всегда, на этот вопрос мы ответим через методологию колеса жизненного баланса Long Swim. Основная философия колеса жизненного баланса Long Swim говорит о стремлении к профессиональному и личному долголетию. И давайте сквозь призму долголетия разберем вопрос, что такое плохие привычки. Плохие привычки, если вы стремитесь к профессиональному и личному долголетию, они являются утяжелителями вашей производительности, то есть вы, обладая прекрасной производительностью в работе, в ваших хобби, начинаете понимать, что эта привычка вам важна, плохая, потому что вы этой привычке в какой-то момент времени своего жизненного пути придали огромную ценность, это является вашим атрибутом, является вашим талисманом, и вам понадобится некоторое продолжительное время, для кого 1 год, для кого и больше, в пределах 5 лет можно переосмыслить ваши вредные привычки или плохие привычки и постепенно от них отказаться. И постепенный отказ от плохих привычек приводит к тому, что расставание с ними происходит в вашей темпе, в вашей комфортной обстановке. И давайте это рассмотрим сквозь призму 8 сфер колеса жизненного баланса Long Swim. Когда мы становимся заложниками своих плохих привычек, мы становимся заложниками своих плохих привычек только в том случае, когда наш рабочий день, наш рабочий график на неделю или на месяц слишком плотный. Мы понимаем, что плохие привычки при нашем плотном графике работы являются некоторым катализатором, некоторым стержнем, который позволяет нам эти задачи решать, не расслабляясь. То есть это такой вот мобилизатор, концентратор. Это можно рассмотреть как курение, употребление алкоголя или каких-то других веществ. То есть все, что связано с тем, что мы входим в измененное состояние сознания, и в этом измененном состоянии сознания к нам приходят инсайты. Колесо жизненного баланса Long Swim предлагает вам альтернативу для получения инсайтов. Для того, чтобы получать инсайты, мы прорабатываем 2 сферы. Самая первая сфера, которая помогает нам прорабатывать инсайты, это сфера яркой жизни. И в сфере яркости жизни теория колеса жизненного баланса Long Swim говорит о том, что мы в первую очередь должны заботиться о балансе между работой и отдыхом. Если вы сознательно понимаете, что, зная свой режим восстановления, у кого это 1 день, у кого 2 дня, а у некоторых людей и это может быть несколько часов. По мере того, как вы будете работать со сферой яркой жизни, вы начинаете понимать, что вас восстанавливает, как это восстановление связано с вашими плохими привычками, и переходим к следующей сфере, где мы можем прорабатывать совершенно спокойно свои плохие, вредные или нежелательные привычки. Кому как нравится, обязательно пишите в комментариях. Это сфера духовный рост и творчество. В сфере духовный рост и творчество мы формируем все свои правила жизни, и правила жизни, которые посвящены плохим привычкам, они находятся в сфере духовный рост и творчество. Как это связано с вашим ближайшим окружением, то есть сфера друзья и окружение? Те люди, которые обладают схожими вместе с вами вредными, плохими, нежелательными привычками, они почему-то чаще с вами встречаются, и чем чаще вы с такими людьми контактируете, тем вы больше считаете, что эта плохая, вредная или нежелательная привычка не представляет никакой опасности для ваших целей. И часто такое тоже может быть. И если вы будете сравнивать цели, поставленные на год, и ваши вредные привычки, то вы с удивлением заметите, что в большинстве случаев 90-95% плохие, вредные, нежелательные ваши привычки вообще никак не влияют на ваши долгосрочные цели, скорость достижения этих целей, и никак не влияет на взаимоотношения с единомышленниками. Если вы начнете прорабатывать свою сферу здоровья и спорт, вы заметите, что некоторые вредные привычки не требуют того огромного количества времени, и если вы, проработав сферу здоровья и спорт, поймете, что такая нежелательная привычка, как курение, через активный спорт и единомышленников приводит к тому, что вовсе не обязательно курить так часто, потом вы через год, через 2 начинаете понимать, что
важность или приоритет курения сводится постепенно к минимальным величинам. Таким образом, вы через работу с собой начинаете понимать, что с вредными привычками можно мирно сосуществовать, к ним можно гармонично относиться, ну и при этом для тех людей, которые любят очень решительные действия, работа с вредными привычками состоит из двух моментов. Сегодня привычка есть, завтра ее не существует, и этот период, когда хочется вернуться к вредной привычкой, чем заняться, как о них не вспоминать и как пережить этот период психологической или эмоциональной ломки, когда вы внутренне к этому тянетесь, но сознательно или рационально понимаете, что вредная привычка уже свой жизненный цикл закончила и не стоит к ней возвращаться. Те, кто автомобилисты, пожалуйста, напишите в комментариях, какие вредные привычки вы считаете вредны за вождение, во время вождения автомобиля, в путешествиях, во время передвижения по городу. Те, кто хочет рассказать о своей истории успеха, как вы справились с этой вредной привычкой, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам всегда интересна история успеха. Почему? Потому что мы больше сосредоточены на том, чтобы из разных источников формировать какие-то крупицы практического опыта. Этот практический опыт мы смело предлагаем в наших видео. Надеемся, что это видео будет вам полезным, поэтому обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». Таким образом вы органически продвигаете наш канал. Итак, рассмотрим еще раз подробно ситуацию, что значит быть заложником ваших плохих привычек, то есть сквозь призму планирования. То есть если мы в своем ежедневнике, еженедельнике все вредные привычки и время, потраченное на них, будем отмечать, за месяц или за полгода вы уже сможете иметь свой график вредных привычек, вы можете с ними гармонично жить, мирно существовать и ничего не делать. Но в какой-то определенный момент времени через сферу личностного роста вы поймете, что, в принципе, такое обилие времени, потраченное на вредные, нежелательные привычки, уже место перестало быть в вашей жизни, и вы через планер, через ежедневник и еженедельник потихонечку время для вредных привычек сокращаете до того приемлемого уровня, когда вы с ними можете существовать комфортно. Почему так происходит? Потому что опыт борьбы и различные теории по искоренению этих вредных привычек приводят к тому, что пока мы для себя не будем фиксировать время, сколько мы тратим на эти вредные привычки, кардинально в нашей жизни ничего не произойдет. Да, это эмоционально не так, да, это чуть-чуть по-другому выглядит, да, эта цель избавиться от вредной привычки остается и ставится многими на год. Допустим, заняться физкультурой, перестать поздно просыпаться, вести более насыщенную жизнь, но колесо жизненного баланса Long Swim говорит о том, что впереди у нас насыщенная, классная, долгая жизнь, и если вы потратите на искоренение вредных привычек плюс 1-2 года, ничего страшного не произойдет. Главное, что вы смогли это осознать, выставить границы этих привычек, и таким образом уже сознательно с ними боретесь. Подводим итоги сегодняшнего видео. Плохие привычки в нашей жизни всегда будут. Это то, что мы приняли для себя за жизненные ценности. Для этого нужно работать со сферой духовный рост и творчество. Вредные, плохие привычки могут быть и чаще всего навязаны нашим ближайшим окружением, поэтому среди ближайшего окружения смотрим больше на тех людей, которые не обладают этими привычками, и те, кто не стал заложником этих вредных привычек. И через сферу личностного роста всегда ищите тот современный метод, который предлагает вам какой-то рабочий инструментарий для того, чтобы от них избавиться. И миссия нашего канала – как найти единомышленников, которые помогут вам справиться с этой пагубной ситуацией, избавиться от плохих вредных привычек. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». Всем желаю хорошего дня, удачного дня. У вас все получится. Я в вас верю.